Помните тех самых крошечных пятерняшек, о которых гремели все новостные ленты 13 лет назад? 5 маленьких чудес, сумевших выжить наперекор судьбе. Вы не поверите, какими они стали сейчас. Их путь от хрупких младенцев до прекрасных, уверенных в себе подростков поистине удивителен. Судьба Варвары Артемкиной изменилась в тот момент, когда она узнала, что в ее утробе растут не 1, не 2, а сразу 5 малышей. Это было всего лишь на 26-й неделе беременности, и она даже не догадывалась, что ее жизнь перевернется полностью. Все началось несколькими месяцами ранее, когда Варвара пришла на плановое ультразвуковое исследование. Казалось, обычный день, ничего особенного. Но стоило лаборантке провести датчиком по ее животу, как та замерла, не веря своим глазам. На экране четко забились 5 крошечных сердечек. Женщина удивленно воскликнула, врачи поспешили перепроверить данные, и все были ошеломлены. 5 эмбрионов, 5 будущих жизней — это редчайший случай. Варвара и ее муж Дмитрий испытали одновременно восторг, страх и благоговение. Вынашивать такую многоплодную беременность невероятно сложно, ведь организм женщины испытывает колоссальную нагрузку. Медики предложили им трудный выбор — оставить только 3, чтобы снизить риск осложнений. Но после долгих ночей размышлений и молитв Варвара и Дмитрий решили не отказываться ни от одного из своих малышей. Следующие месяцы были наполнены визитами к врачам, обследованиями и тревогой. Варвара быстро набирала вес, ее тело менялось с каждым днем, и она, такая хрупкая и миниатюрная, ощущала всю тяжесть 5 растущих крошек. Несмотря на боль, усталость и бессонные ночи, она была полна решимости выносить своих детей как можно дольше. И вот однажды, ранним утром, ее пронзила внезапная боль. Варвара замерла, схватившись за живот, осознав, что что-то идет не так. Еще слишком рано, срок был маленьким, но тело, казалось, начинало готовиться к родам. В панике она позвала мужа. «Дима, кажется, пора». Дмитрий подскочил, вбежал в комнату, увидел испуганное лицо жены и понял — нужно действовать немедленно. Он помог ей собрать вещи, схватил заранее подготовленную больничную сумку, и они поспешно выехали в сторону больницы. Варвара, сжав руки, шептала молитвы, умоляя, чтобы с ее малышами все было хорошо. Дмитрий крепко держал руль, его взгляд метался между дорогой и Варварой, костяшки пальцев побелели от напряжения. Когда они добрались до больницы, медики уже были наготове. Комната наполнилась движением, команда врачей и медсестер работала слаженно, аппараты издавали звуки, вокруг звучали команды. Дмитрий стоял рядом, держал жену за руку, чувствуя бессилие, но не отпускал. Врачи приняли решение. Естественные роды слишком опасны, необходимо экстренное кесарево сечение. Дмитрий кивнул, не колеблясь ни секунды. Варвару перевели в операционную, где все было залито ярким светом. Медперсонал действовал с точностью и скоростью. Дмитрий, переодетый в хирургическую форму, стоял у изголовья жены, подбадривая ее. Время будто остановилось. Все замерли в ожидании. И вот раздался первый крик. «Ребенок!» — произнес врач. За ним последовали еще 4 плача. Один за другим на свет появлялись 5 маленьких существ. Каждая — жизнь, победа. Их аккуратно передавали команде неонатологов, чтобы сразу оказать помощь. Дмитрий не мог сдержать слез, когда услышал последний крик. Все 5 живы. Врачи завершили операцию, зашили Варваре разрез, и вскоре она очнулась в палате. Измученная, но счастливая, она слушала, как врачи рассказывают о состоянии ее дочек. Все 5 были крошечными, почти прозрачными, весом чуть больше ладони. Они дышали с трудом, но сердца их бились, они боролись.
В палате звучали тихие писки аппаратов, а Варвара и Дмитрий, стоя у инкубаторов, часами наблюдали за своими малышками, шептали им слова любви, пели колыбельные, молились. Больница стала их вторым домом на долгие недели. Иногда казалось, что силы на исходе, но каждый день приносил надежду. Девочки начали медленно набирать вес, постепенно учились дышать самостоятельно. Не обошлось без тревожных моментов. Иногда включалась сигнализация. Врачи врывались в палату, сердце замирало, но чудо происходило, все 5 выживали. Их назвали чудесами Артемкиных, и история быстро распространилась по всей стране и даже за ее пределами. Когда, наконец, настал день выписки, Варвара и Дмитрий не могли поверить своим глазам. У входа их ждала толпа людей. Город приготовил подарок — просторную 4-комнатную квартиру, чтобы у большой семьи было место для жизни. Это был трогательный момент. Ключи, цветы, улыбки, слезы. Новая жизнь началась. Уход за 5 малышами оказался настоящим испытанием. Кормление, пеленки, бессонные ночи — все расписано по минутам. Варвара и Дмитрий быстро поняли, что без строгого графика не справятся. Они наладили систему. Варвара кормила грудью 2, Дмитрий поил остальных из бутылочек, и так каждые несколько часов. К тому моменту, как они заканчивали, пора было начинать заново. Сон стал редкостью. Супруги спали по очереди. Но, несмотря на усталость, каждый вечер, когда все 5 спали, они смотрели на своих дочерей и понимали — это счастье. Годы шли, девочки росли, и дом наполнялся детским смехом и суетой. Когда настал первый школьный день, Варвара и Дмитрий, держась за руки, провожали их к воротам школы, гордясь каждой из них. Они волновались, как девочек примут, не будет ли им тяжело, ведь они всегда были вместе. Но переживать оказалось напрасно. Сестры быстро стали любимицами класса, их дружба и связь восхищали всех. Конечно, не все шло гладко. Когда 3 сестер определили в один класс, а 2 в другой, разлука далась тяжело. Девочки плакали, скучали, но со временем привыкли. С каждым годом характер каждой раскрывался все ярче. Одна стала природным лидером и всегда заботилась о других. Вторая с ранних лет любила рисовать, создавая удивительные картины. Третья оказалась веселой и остроумной, постоянно поднимала всем настроение. 4 предпочитала тишину и книги, а 5 обладала прекрасным голосом, и ее пение трогало до слез. Когда им исполнилось 7, Варвара и Дмитрий решили показать им место, где все началось — больницу, в которой они родились. Это путешествие стало настоящим событием. Врачи и медсестры, увидев подросших девочек, не могли сдержать эмоций. «Мы вас помним, вы были нашими чудесами», — сказала одна из медсестер, обнимая их. Девочки увидели свои первые фотографии, где они крошечные, под аппаратами, и только тогда по-настоящему осознали, каким чудом было их рождение. Жизнь продолжалась. Каждое воскресенье семья посещала церковь, где теперь служил Дмитрий. Он стал священником, о чем давно мечтал. Девочки пели в церковном хоре, их голоса сливались в гармонию. Родители гордились ими, но вместе с подростковым возрастом пришли и новые испытания. Иногда на них обращали слишком много внимания, задавали нескромные вопросы, и это вызывало смущение. Но сестры всегда поддерживали друг друга. Если одной было плохо, остальные окружали ее заботой. Варвара и Дмитрий старались укреплять семейные традиции. Вечера за настольными играми, совместные фильмы, разговоры по душам. Каждое лето они путешествовали, собирая воспоминания. К 13 годам девочки стали умными, красивыми и добрыми подростками с разными мечтами. Одна решила стать врачом, вдохновленная теми, кто спас ее жизнь.
другая хотела быть художницей, третья мечтала стать комиком и дарить людям смех, четвертая писала рассказы и мечтала стать писательницей, а пятая развивала свой вокальный талант. Конечно, иногда они ссорились, ревновали, спорили, но быстро мирились. Их дом был полон смеха, любви и легкого хаоса. Варвара и Дмитрий с гордостью смотрели на своих дочерей, понимая, что прошли длинный путь от страха и неизвестности до счастья и уверенности. История пятерняшек Артемкиных — живое доказательство того, что чудеса реальны, если в сердце есть вера, любовь и терпение. Что ждет их дальше, покажет время, но одно несомненно — они всегда будут рядом, поддерживая друг друга. А теперь, дорогие зрители, представьте, что вы услышали бы новость о том, что ждете сразу 5 детей. Как бы вы отреагировали? Как, по-вашему, общество может помочь таким семьям? Напишите в комментариях, поделитесь своим мнением и, если вам понравилась эта история, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.